Какой ты главный инсайт поймал на конференции Blockchain Live? Хватит дрочить и тратить. Начинайте дрочить и зарабатывать. Что все только начинается, потом все равно канут в лету. Шах и мат и контрольный в голову. В крипте большинство проектов, которые мы сейчас видим, лет через 5, я думаю, что их вообще не будет. То есть, что думаешь насчет типа Starknet? Да, это хорошее время, чтобы купить их. Привет, Эмиль. Рад тебя видеть. Вот ты всегда такой заряженный, у тебя заряженные видосы. Как ты свое состояние поддерживаешь? Первое, красивые девушки. Второе, видение, которое тебя просто драйвит жестко. Видение — это набор целей. Третье, верность, соответствие своим ценностям. А вот ты записываешь часто видосы. У тебя есть такое, что ты не хочешь записывать? И как ты это состояние борешься с ним, и потом начинаешь записывать видосы на такой же энергии? Ни разу не делал такого, чтобы я себя заставлял. То есть, если я не хочу, я не пишу. Но мне всегда хочется. Да, круто. Ну, А практически всегда. Типа, у меня была неделя, когда у меня был завал просто по делам. И просто сил не было. Я просто записал одно видео вместо двух. вот мы находимся на Blockchain Live, и как тебе конфа вообще в этом году? Ну, лучшая конфа, я считаю. Лучшая, да? Из всех, которые я был из блокчейнов, а из тех, которые я был всего с 2017 года, ну, наверное, на втором месте после сингапурской, которая была в сентябре 24-го. Какой ты главный инсайт поймал на конференции Blockchain Live? Что все только начинается, и те, кто long term, вот именно долгосрок двигаются в своем направлении, они в итоге заберут все бонусы. Те, кто пришел на темку, быстренько собрать, уйти. Они в моменте могут отблестеть, потом все равно канут в лету. Но это я и так знал, просто это подтвердилось после общения с ребятами, у которых очень большие медийные ресурсы, очень большие результаты в трейдинге. Все вот, в принципе, об одном и том же говорят. То есть на большой дистанции с криптой будет все хорошо? Ну, именно там с битком, эфиром и какими-то фундаментальными альтами. Ну, я считаю, что слово «все хорошо», вот эта вот фраза, это такая обтекаемая. Скажу так, то, что Ну, будет стоить дороже, чем, допустим, сейчас. в крипте большинство проектов, которые мы сейчас видим, лет через 5, я думаю, что их вообще не будет. Просто регуляторно. Но такие проекты, как биткоин, эфир, XRP, XLM и так далее, они будут и намного выше по цене. Вот, наверное, так. А сама индустрия будет развиваться еще сильнее. Кстати, а что думаешь насчет типа Starknet, всяких таких альтов, которые вышли на большой капитализации, укатались, и сейчас они никому не нужны? Да, это хорошее время, чтобы купить их. Потому что обычно происходит манипуляция, на дне отбирается позиция, и потом происходит памп. Даже если там нулевая технология, даже если там Да, это очень часто. неумная команда, да, вот кучу всего можно перечислить, все равно они, когда придет рынок, будет PVE среда, не PVP, а PVE, они все равно запушат. Вопрос, они дотянут тоже Starknet там, с 15 центов до доллара, до 2, до 3, до 5 или до 10. Да, никто не знает. Но мы будем понимать по метрикам, когда люди активно начнут про него говорить, его начнут покупать, в этот момент нужно будет продавать. Будет он на долларе, будем на долларе продавать. Будет только на 10, значит на 10 будем продавать. А вот у тебя есть классный продукт Alpha One, я тоже про него снимал видосы, я тоже торговал, очень классный DEX. Спасибо. И расскажи, почему твой DEX, чем отличается от других и почему он лучше? Но я бы не сказал, что у нас лучше или хуже, мы просто делаем свое. Это Не, как ну раз интерфейс у вас пушка, у вас есть своя подборка альтов, которые, ну, мемкоин, которые Да. можно проторговать, которые уже отобраны по критериям. И вот, ну, по сравнению с другими дексами, лимитки, смарт-ордера, то есть, ну, очень классно все сделано. Да, спасибо. Ну, мы вообще изначально почему делали продукт? Потому что нам не хватало функционала на DEX в 2021 году, когда мы торговали Шибой, Флоки, Сайтами и другими эфировскими и BSK мемами. Не было лимитных ордеров, не было понятного интерфейса, не было ресерча, не было ничего. Были только зарубежные телеграм-каналы, и был ончейн, и был DexTools. Ончейн — это я из Арскана открывал. DexTools и Twitter еще был. Все. Это вот весь ресерч был, аналитика. Соответственно, мы понимаем то, что в первую очередь мы делали для себя продукт. То есть я, Дима, другие ребята, которые вот пошли за мной, когда я начал пушить фоки в июне 2021 года, мы начали создавать для себя. Когда ты создаешь для себя, ты же себе самое лучшее желаешь. Ну да. И все, и пошел процесс. Поэтому мы делаем свое, мы не говорим, что мы лучше и хуже. Мы конкретно делаем то, что не хватает людям на DEX. Люди привыкли торговать в веб-терминалах, такие как Axioma, Padra, BullX. Мы говорим, торгуйте, пожалуйста. Вот расширение, 2 кнопочки, и у вас большое табло, и при этом открывается наша маленькая внутри. Но при этом у вас тот трейдерский функционал, которого нет ни у кого в мире. Это и грид ордера, и нитроморд, и суперскорость. Сейчас мы запускаем эксклюзив для моего давайте, канала. погнали. Мы запускаем Альфа-хаб, это как порн-хаб. То есть Только для мемкоинов. хватит дрочить и тратить. Начинайте дрочить и зарабатывать. МТР, не MoveTR, а MasterBet. То есть смысл в чем? Мы делаем маркетплейс, в котором коллеры, создатели контента, трейдеры, простые юзеры, которые только начинают, они друг с другом взаимодействуют и получают самую лучшую ценность. То есть То есть они делятся сделками, другие люди да, у повторяют. нас коллерская ревка уже
ну, я не буду говорить, сколько процентов, это NDA. Ну, большую долю занимает колерская ревка в общем объеме проторговки. То есть у нас колеры нацелены не как копитрейдеры показать хороший результат, а потом скамить в каких-то пустых токенах. Из-за этого люди в копитрейдинге теряют. А нацелены постоянно улучшать свой вин-рейт и P&L, потому что у них будет расти рейтинг, и люди будут торговать за ним не копировать автоматически, а вручную. Им будет приходить уведомления. Ну да, И круто. они будут ставить ему оценки. Соответственно, он будет еще больше заряжен, делать лучше. Он будет ложать, он будет падать в рейтинге и потом вылетать. И это будет такая постоянная борьба. И Ну, в я, этой кстати, такого борьбе еще не видел. Ни у кого Это, нету, да, да. вы будете Это первый, эксклюзив нашего получается. канала. Я не Очень знаю, круто. на момент выхода уже мы это зарелизим или нет. По планам релиз 15-20 ноября. Ну, где-то я там через неделю-две, может, только выложу. вот поэтому. как раз Да. будет... Очень круто. Ты на своем выступлении сказал, что будет ликвидность из Solana перетекать в Base. Почему так думаешь? Ну, первое – это поддержка US Government. Второе – это поддержка Ethereum Foundation. Третье – это поддержка Coinbase. Шах и мат и контроль не в голову. Дешевые комиссии, такие же, как на Solana по цене. Быстрые транзакции – это такое же. И у Solana есть определенные риски, о которых я говорил еще в 2024 году. Если эти риски сработают, Base станет на замену. Если риски не произойдут, Solana останется в топе, но Base просто заберет какую-то часть ликвидности. Ну и последний вопрос. Можно ли инвестировать в мемкоины на долгосрок? Да, у меня есть портфель долгосрочный из мемов. 30% моего долгосрочного портфеля – это мемы. Это Ну, Pepe, это которые хайкап, ну, большая Айкон капитализация. только. Пепе, Мок, Биткоин, Гарри Поттер, Обама, Соник, Дестину. Да, и с большим комьюнити, которое в него верит и Только постоянно культы, пушит. только культы. Да. Спасибо большое, было приятно Удачи. пообщаться.